Всем привет, с вами Univase, и сегодня мы продолжаем играть в Пологи. Как обычно, я хочу посмотреть на потенциал семей, которые были созданы без подробного показывания и рассказывания биографии этих персонажей. Полог — это городок от создательницы Vigrid Sim в СНГшной эстетике. Сегодня мы играем за Любовь Сердюкову, та самая бабушка и мать предыдущей семьи. Живет она вот в таком домике в СНТ районе Полога. Домик совсем небольшой и вот такой вот непросторный. Ну и давайте посмотрим на ее историю. Она, собственно, была раскрыта мной еще когда мы играли за предыдущую семью, но тем не менее. Любовь жила со своим мужем и двумя дочерьми, а потом, будучи подростками, одна из них умирает, она хоронит ее, также потом хоронит мужа, и вот остается как бы одна с тремя кошками, живет в этом домике дачи. Вообще, скажите, вам нужно подробно рассказывать про биографии, читать их и показывать все? Или все-таки вы посмотрите у кого-нибудь из других симеров, если вам потребуется? Потому что YouTube мне говорит, что зрители хотят увидеть биографии семей, описание и все прочее. Но я специально задумал так, чтобы не показывать это, как говорится, не рассказывай, а показывай. Но если вам очень хочется, то, конечно, я буду тогда читать и показывать подробней. Мы, как обычно, будем смотреть на эту семью с утра понедельника целую неделю до воскресенья вечера. Вот так вот. Люба, конечно, в этом плане такой довольно законченный персонаж, а у нее прошла вся ее история за кадром, и она сейчас особо ничего не хочет, и ничего ей, собственно, не надо, кроме как порадоваться за Гришу. О, еще и порадовать Виталия. И у нее фактически, кроме своей семьи, нету друзей. Поэтому что конкретно с ней делать, это сложно решить. Тем более играть за одиноких пожилых персонажей всегда, обычно тупиковая ветвь. Но мы что-нибудь попробуем. Эмилию Острозуб. Интересное имя. Вообще не знаю, это по задумке или у нее в целом нет телефона. Но, тем не менее, Любовь встретит клуб садоводов. Я думаю, что это какие-то представители СНТ, по типу совета, не знаю, которые проверяют, насколько участок состояния. И к Любе они как раз придут с такой инспекцией. Посмотрим, что они скажут. О, вот и вердикт. Чтобы войти в клуб садоводов, вам следует лучше заботиться о своем саде. Получше, чем сейчас. Наше замечание. Следует либо увеличить садовый участок, либо лучше заботиться о нем. Следует уделять ландшафту больше внимания, чистый ухоженный садик. Но думаю, что из-за этого Любови скажут как бы позаботиться о садовом участке, привести его в порядок. И она захочет это сделать, скорее всего. Да, но одной здесь, конечно, не очень удобно справляться с огородом, садом. Любовь, тебе сейчас нужно будет отправиться к соседу. Давайте навестим нашего Петра. Собственно, он живет в не сильно отличающемся доме. Она сейчас ему просит как бы съездить на рынок, помочь ей с этим всем, накупить рассады, всякого такого, и, наверное, за какую-нибудь чекрушку. Думаю, что он тогда согласится. Живет он так же, как и она, не богато, поэтому тут такой вот интерьерчик. Ну и, конечно, соседям просто так нужно тоже помогать. Конечно же, как всегда, под вечер они приехали на северный рынок, где в преддверии дачного сезона уже успел открыться новый киоск. Ну или стенд-палатка со всякой рассадой и прочее. У Любови, конечно, денег немного, но что-нибудь она-то выберет. Например, нужно точно купить землю, всякое такое. Какие-нибудь кусты, наверное. Гномов, там грядки. Всякие домики для божьих коровок. Галоши. Побольше всякого. Ну и, конечно, рассаду тоже. Ну и Булдыгин, конечно, и поможет все это довести. Они, наверное, также сядут на автобус, и он все это ей дотащит. А еще самое главное, конечно, не забыть ему купить сигарет. Ну и нужно отправляться домой, пока не ушел последний автобус. Ну вот они дотащились домой, и пора расплачиваться. Ваши сигареты.
Ну и, конечно, припрятана на такой случай бутылочка. Но если быть точнее, то банка. Держите. Что ж, все, спасибо. До завтра. Утро у Любови, как и у любой уважающейся бабушки, начинается рано, с 6 часов утра. Она пока что приготовила все, что нужно для обустройства сада тут, во дворике. И после того, как сделает все свои дела, будет готова к тому, чтобы, наверное, возможно даже позвать Булдыгина и начать обустраивать садик, огородик. У них сейчас как раз начинается весна, и это самое время для того, чтобы заняться рассадой. Ну и сегодня Люба с утра захочет сходить в церковь, а потом можно будет заглянуть на кладбище, как раз поскорбеть над могилами. Поэтому отправляйся на автобус, поедем в церковь. Мы прибыли в знакомый нам уже храм Петра. Собственно, для начала думаю, что можно попить святой водички. Ну, а в самом храме можно будет помолиться. Смотрящему, конечно. На проповедь Люба, конечно, скорее всего, не успела. Так, не богохульствуй тут, мужик. Но просто взять и помолиться она, думаю, что может. Только не говорите то, что это какой-то новый молодой проповедник. Что вообще такое? Господи, все деды, конечно, в этой церкви твои. Капец. Ну, и еще можно на удачу попробовать сделать какое-нибудь пожертвование. О, нет. В итоге на нее напали какие-то мухи. Интересно, о каком важном решении говорится? Капец. Ну ладно, все, идем на кладбище быстрее. Это какой-то кошмар. Здесь, конечно, у могилок ее мужа и дочери поросли сорняки, их все нужно отсюда убрать и как-то привести могилки в порядок. Так-то лучше. Давайте заменим еще цветы, те засохшие на свежие. Было бы сюда еще неплохо соорудить какую-нибудь скамейку, но об этом, наверное, лучше просить за Булдыгина. Ну и немножко поскорбеть еще тоже можно. Можно возвращаться домой и заниматься собственным садом и огородом. Теперь предстоит подумать, как же нам организовать-то весь сад-огород. Нужно как-то расположить грядки, придумать, куда высадить цветы, рассаду и все такое. И без помощи соседа здесь, конечно, наверняка не обойтись. А вообще, конечно, самым образцовым садом, огородом, который есть в их СНТ, это сад Закруткиных.
И так как они соседи, то она постоянно на него смотрела и видела, когда проходила мимо. Но при этом они не знакомы. Я вот думаю, насколько ок будет к ним зайти, познакомиться с соседями. Нужно будет подумать насчет этого. Но идея сама по себе о обмене опытом среди дачников-огородников, мне кажется, неплохой в целом. Почему бы тоже не привлечь соседей к помощи? Тем не менее, когда она позвала Булдыгина, она ему начнет описывать свои идеи о том, как все можно реализовать. Но ему это, судя по всему, вообще не нравится. У него свои воззрения на то, как можно изменить сад. Ну ладно, что уж, мы же сюда пришли не лясы точить, а заниматься огородничеством. Поэтому давайте все реорганизовывать. Начинать, по крайней мере. Блин, вы чё ж огурцы-то все засыпали? Сейчас еще что-нибудь найдут. Камень. Камень. Ладно. Все, начинаем теперь раскопки огурцов. Конечно, тут маленький участок и особо не разгуляешься, но я думаю, что они отлично справились даже с тем, что есть. Кошечек пришлось немного потеснить. Тут вошел садовый инвентарь на это место. Много всяких украшений и всего прочего. Даже есть место, куда поставить теперь галоши. А также новая рассада с гибискусом тоже заняла свое почетное место. Ну и огурцы немножко переехали, но думаю, что в будущем можно будет сделать, например, высокие грядки даже. Ну, а рассада теперь заняла место на подоконнике, пускай она дозревает, и как раз когда будет уже тепло, можно будет ее высадить. Петру, конечно, за такие заслуги причитается ужин, его любимый напиток, потому что они прям сегодня хорошо постарались. Ну что ж, давай говорить спасибо нашему гостю и прощаться с ним. Сегодня был насыщенный и длинный день. Ему пора уходить в запой. Наступил новый день и новые заботы. Дом, конечно, приходит в полную энтропию, как сам по себе, так и из-за большого количества кошек. Поэтому придется поубираться. Ну и, конечно, заняться своим любимым садом, огородом прекрасным, потому что тут стало приятней. О, Нонна пришла. Можно ее еще поприветствовать. Здравствуйте, здравствуйте. Что вас сюда привело? Конечно, Любовь немножко удивится ее внешнему виду, но у всех свои причуды, как говорится. Собака тут что-то бегает. То есть ты сюда пришла чисто из-за наших любимых кошек, чтобы поиграть с ними. Ну, в целом понимаю, когда нет собственных домашних животных, то хочется. Тем более, если она все еще думает о том, чтобы собрать ковчег. Но у нас тут и своих дел хватает в целом. Слушай, Нона, а раз уж ты здесь, может быть, это ты нас проведешь к Закруткиным? Раз уж мы никогда с ним не общались, а ты уже хорошо знакома, почему бы и не попробовать такой вариантик? Я думаю, что в целом это может быть даже хорошая идея. Тогда нужно будет прийти с подарочком и как-то с ними познакомиться таким образом. Любовь им сделает то, что умеет лучше всего, это собственную выпечку. Почему бы и нет? Она как раз хотела съесть жареный хлеб, но она тоже с ней не откажется позавтракать вместе, почему бы и нет. Это в целом довольно-таки миленько. А потом они пойдут к Закруткиным.
Ну что ж, хорошо позавтракав и позаботившись о кошечках, думаю, что можно отправляться. Так, здравствуйте, дорогая Тамара. Мы к вам с визитом. Но она сразу же, конечно же, ей выдаст жареный хлеб. Конечно же, тут Нона будет сразу на подхвате. Они же такие хорошие подружки. Благодаря кукле Вуду. Ну а мы всего лишь хотим поговорить про ваш огород. Спросить вообще, чего сказал нам этот председатель. Ну, наверное, он оценил повыше, чем у нее. Тамара что-то совсем не заинтересована в том, чтобы делиться секретами, как обустроить все. Ну что ж поделать. Тут, конечно, еще подойдет Федор. Раз уж бабки тут не разобрались никак, может, с ним хотя бы найдет какой-то общий язык. Не понимаю, правда, что так Тамара взъелась, но может быть это какая-то непримиримая борьба собачников и кошатников. Хотя Федор вроде тоже не то что в восторге. Ну что ж, тогда давай прощаться и пойдем домой. Ничего не поделать. Зря пришли только, зря пришли. Ну а тут пока мы ходили по соседям, как раз пришел наш любимый внучочек Гришенька. Кого она будет очень-очень рада видеть. Все, пошли в дом, я тебя накормлю, будешь сытый. И как раз расскажет, как у него дела. Как дела в школе. Вот теперь-то можно по полной разгуляться. И раз в тот раз Гриша не ел ее фирменную бабушкину уху, то теперь-то она его накормит. Рыба желудка. Конечно, не знаю, сам Гриша голодный или нет, но голодный не голодный, а есть нужно. По заветам бабушки. Кушай, внучок, все для тебя готовила, для дорогого. Чтобы здоровеньким был, да красивеньким. Ну и, конечно, Любовь будет его расспрашивать, как у него дела, что у него происходит, как дома дела, как оценки. И Гриша, наверное, ей доверяет вообще больше всего, чем кому-либо. А лишнего он, конечно, болтать не будет, потому что вдруг она матери что-нибудь расскажет. Но он поделится, по крайней мере, тем, что он машину ремонтирует. Что уже большой молодец. Про школу он говорит, ничего не будет. А вот про девчонку скажет, про то, что у него проблемы с девчонкой. Вот так вот это он характеризует. Не знаю, что делать, как быть. И бабульчика его, конечно, будет слушать и охать и ахать. В целом, мне, конечно, вообще все равно, что он рассказывает. Главное слушать внучка и чтобы он кушал хорошо. О, и Гриша после ее супчика как раз выздоровел. Это было то, что нужно. Мне сразу стало лучше. Прекрасно. Что смешно, он сначала отравился ее испорченным пирогом, а теперь выздоровел благодаря ее супу. Господи, все, не выдержала душа поэта. Учинил тут скандал. Что все так несправедливо по жизни для него. Иди успокаивай быстрее своего внучка. Чтобы он не грустил так. Наверняка будет поощрять в нем доброту, что, возможно, в нем отсутствует. Но, тем не менее, попробуем повязать для него что-нибудь. Гриша, ты бы убрал бы посуду, на самом деле. Было бы вообще неплохо. Он, конечно же, еще заценит ее сад-огород, но не то чтобы сильно впечатлиться. Наступил уже вечер, и самое время прощаться. Гриша сейчас поедет домой, а Люба пообещает, что зайдет к ним.
Переделал всю утреннюю рутину, конечно, самое время собираться к дочери и внучку. Но для начала я думаю, то, что можно заглянуть в магазин, накупить им всяких конфет, там печенья, еще что-нибудь приготовить. Тот же самый пирог, почему бы и нет. Люба пришла вот в такой вот продуктовый в их СНТ. Это единственный магазинчик, который здесь есть. Поэтому и выбор здесь, конечно же, соответствующий. Но нам здесь многого не надо, мы возьмем чисто тут немножко, там немножко. Главное, чтобы это, конечно, не сильно ударило по бюджету. Потому что такой нищенской пенсии, конечно, себе она ничего особо не покупает, а вот этим все что угодно. Ну и, собственно, теперь можно отправляться даже. Боже мой, ты на кого тут сердечки пускаешь? Это вообще кто? Ну и несколько часов на автобусе, и мы наконец-то прибыли в эту несчастную панельку. Давненько Люба, конечно, сюда не ездила, потому что это далековато, ей уже тяжело. И вот она наконец-то посмотрит, как они живут. Юля встретит мать, спросит, что пришла, а та скажет то, что вот, Гриш у меня когда был, что-то у вас не в порядке, нужно прийти помочь. Ну а тут, конечно, как обычно, в целом помощь-то требуется. Ну, по крайней мере, было бы неплохо. Да, конечно, бывшая квартира Любы в таком плачевном состоянии, но она же не в первый раз здесь. Тем не менее, помочь им убраться собирается. Думаю, то, что нужно начать с кухни и приготовить им покушать. Конечно же, бабушкин супчик, потому что у нее дочь отравлена. Улететь навсегда. Самое популярное блюдо, конечно, в последнее время. Ну а что делать, если все тут с похмельем мучаются, страдают? Вот теперь, конечно, можно нормально и поужинать. А то в этом доме отродясь еды хорошей не было. Ну что ж, в целом все мы не привели в порядок, но хотя бы что-то. А так, время-то сколько уже, пора и честь знать. Поэтому все, пошли домой. Она довязала коврик, а в итоге уснула в кресле. Забавно, мило. Но коврик можно будет где-нибудь здесь разместить, например. С добрым утром, моя дорогая. Кошка на писю, нужно убирать. Как всегда, ничего в этом мире не делается без нас. Нужно все убрать, все почистить. И пойдем общаться с кошками. Пообнимаемся с нашими кошечками. Ой. И еще хочется есть панкейки. Ну давай это исполним. Одна кошка заняла кресло, вторая никак не может сесть.
А почему бы сегодня с нашими кошечками куда-нибудь не сходить? Как тебе такой вариант? Мне кажется, очень даже неплохо. Можно их познакомить и с другими питомцами, и если нам подвернется возможность, то еще и завести нового питомца тоже. Ну, кошатины, собирайтесь. Идем. О. А вот и наша кошачья банда пришла. Интересно, вот они, наверное, на самовыгуле, но были ли они когда-нибудь в этом парке? Возможно, а возможно нет. Тогда это будет для них первый выход в свет. О, тут твой любимый Виталий, иди быстрее. Скажи ему привет. Че он там хотел, порадовать его, да? Пока мы тут развлекались, к нам подошел гнусный шарлатан. Мошенники, короче, не дремлят, когда видят пожилых. Особенно в этом городке. Еще и деньги спер. Блин. Ну, господи, ну ходит пускать сердечки на него. Ну иди познакомься тогда. Если у тебя так... Все. Бабки окончательно крыша поехала. А мы тут заприметили как раз, наверное, нашего. Идем быстрее, скажем привет этой кошечке. Давай для начала, что ли, угостим кошечку. Смотри, она какая пушистая. Можно погладить ее. О, она еще даже знает какие-то команды. Ну-ка. Фред. Умри. Самодрама. Ути-пути, киса. А наши тут кошки с ума сходят. Знакомиться, так сказать, со всеми. Ну что, берем с собой еще одну кошечку новую? Или как? Мне кажется, можно взять. Она очень миленькая. Как раз тут из-за нервного срыва, который произошел с этим... с гнусным шарлатаном, нам нужно как-то успокоиться. Тут еще одна киса. Тоже такая милая. Собак не берем, извините. Уже внезапно вечер наступил, нам нужно тогда побыстрее это все сделать. О, собака сгрызла лавку. Дымок, ну ты даешь. Все, можно забирать, принимаем. Фред и Любовь подружились. Фред не против приехать к своему новому другу? Любовь хочет этого? Да, давай. Ура. Все, думаю, что теперь пора домой. О, она хочет заключить брак? Ну, интересно. Да, какие только идеи тебе не приходят в голову. Все, мы уходим. Идемте. Кошачья банда. Ну что, добро пожаловать в семью. Нужно тебе будет миску, наверное, еще приобрести. Но уже хоть что-то. Тут же начал повадки брать. Уселся на тумбу, как будто всю жизнь здесь и жил. Знает, что делает. Все, кошки, идем все спать. Любимое местечко тут. Некуда приткнуться, все занято. Да-да-да, вот так вот. А один клубок, видимо, все, искрызли. Блин. Ну ладно. Ах ты зараз такая. Мы тебя чё взяли? Чтоб ты наш садик уничтожал, а? Безобразие. Наелся и спит. С добрым утром. Желание с браком уже перемоталось. Ну ладно. То сегодня можно уже попробовать вызвать садоводов, чтобы они оценили наши проделанные успехи. Посмотрим, что они скажут теперь. Только для начала придется привести сад опять в порядок. Так, нам тут волки никакие не нужны, иди отсюда. Оливка. Пришла выть. Кыш. Ну что ж, нам придется поработать немножко над нашим прекрасным садиком, огородиком, прежде чем теперь вызывать этих челов. Конечно, из-за того, что у Любови нету телефона, она должна, по идее, пойти на какую-то станцию здесь с телефонной будкой, допустим. Либо он, может быть, даже в магазине находится телефонная будка. Ну, держим это в голове, и таким образом она их как бы и вызовет. Потому что раньше такая практика ходить к телефонным будкам, автоматам, таксофонам была довольно
Таксофон — это вообще то слово? Мне кажется, это как будто такси. Была довольно распространенной. И далеко не у всех, потому что были телефоны даже в городе. Поэтому тут Sims немножко буржуйничает. Потому что без телефона ты ничего не можешь сделать. А вызывать с общественных участков кого-нибудь нельзя, к сожалению. Поэтому вот так вот. Интересно, когда, кстати, будет урожай яблок? Прям очень хочется. Ну что ж, теперь ждем, когда к нам кто-нибудь придет. Здравствуйте, Вилюй. Осмотрите, пожалуйста, наш участочек. О нет, кошки начали драться. Самый неподходящий момент. Сейчас нужно будет отругать. Безобразие. Отругать. Кто из вас первый начал? Признавайтесь. Иди обними Джижика. Пригрели змеюгу на сердце вообще. Мы для чего тебя в дом брали? Чтоб ты нам тут это устраивал в драке? Диванный боксер. Что ж, вот она, проверочка опять идет. Будут смотреть и анализировать. Нравится то, что мы наконец-то купили? Сразу видно, здесь потрудился один из самых лучших наших садоводов. Отлично. Это буквально представители британского садового сообщества. Ну, им вроде как пока что все нравится. Это хорошо. Надеюсь, что все получится. Нет, кошка! Фред, зачем мы тебя взяли? Ты тут сейчас гномов всех уничтожишь. Прям перед представителями сообщества садоводов. Безобразник. Нельзя так делать. Сразу давай его обнимем. Крошечка, хорошечка. Не надо. Есть недостатки, но вы явно добились и успехов. Поэтому становитесь членом нашего клуба садоводов. Учтите, вам следует либо увеличить садовый участок, либо лучше заботиться о нем. Следует уделять ландшафту больше внимания. Чистый ухоженный садик. Отлично. Я думаю, что это вполне себе победа, даже несмотря на то, что мы не лучший садовод здесь. У нас не самый лучший садик, не самый большой, но тем не менее. Я думаю, что любовь теперь действительно будет рада этому. Хотя победили, наверное, в этом всем Закруткина, я так думаю. Хотя, с другой стороны, когда она там была такая разруха, то что может и нет. Но посмотрим. Пока садовый сезон, нам нужно будет еще, наверное, улучшить наш садик. Ну, а пока что можно будет порадоваться тому, что получилось. Да, я думаю, что можно поблагодарить будет Петра. И, может быть, устроить ему даже какой-нибудь ужин или типа того. Здравствуйте, а мы тут к вам. С визитом. Ну-ка, расскажи-ка ему хорошие новости. Я думаю, что он тоже должен порадоваться. Он, наверное, скажет, я же говорил что мои советы сработают. Давай-ка сделаем комплимент. Скажем спасибо. И мы хотим тебя отблагодарить. Ну, думаю, ягодный пирог будет отлично. Ну что, такой вот замечательный пирог получился. Я думаю, ягодный пирог — это всегда успех. Ему понравилось. Сигарета любови явно не нравится. Но думаю, что можно хотя бы помочь немножечко убрать участок, а то тут уже приходят собаки дикие и начинают есть мусор. Кошмар. Собака опять прибежала. Пошла вон. Ну что, давай попрощаемся и тоже пойдем домой. Петр ведь мужик-то неплохой, только немного проблемный. Но пироги, судя по всему, любят. Это хорошо. Очаровал он любовь, конечно, очаровал. Ну все, пора и честь знать. Пошли. Для Петра еще можно связать какой-нибудь подарочек. Почему бы и нет? И подарить. Такой предмет ручной. Гриш, конечно, тоже бы хотел что-нибудь связать. Думаю, что она может связать ему шапочку. Почему нет?
С добрым утром. Кошки тут разбушевались и разбудили. Вали за эти дикие игрища. То мы никогда не отучим эту кошку от враждебности. На удивление, она хочет сходить на рыбалку. Ну, можно попробовать это устроить. Но для начала, как обычно, утренняя рутина. Почистить лоток, поухаживать за огородом, покушать, все такое. И у нас, видимо, наконец созрел наш первый урожай. Это же отлично. Можно будет сделать какой-нибудь соленья или огуречный салатик, как вариант. Вот отлично, целых 5 огурчиков. Можно теперь класть сзади кошек и пугать их. Я так еще подумал, а раз уж такое дело, почему бы нам не позвать Петра с собой на рыбалку, раз уж она хочет. Ну, а чё, и подарим ему заодно подарочек. И порыбачим вместе. Мне кажется, хороший вариант. Вот мы и пришли в Лазурный карьер, и тут как раз куча рыбы, которую можно поймать. Я не знаю, занимался ли Любовь когда-нибудь рыбалкой, но это даже интересно будет посмотреть, сможет ли она что-нибудь поймать. Ну, если что, то Петр наверняка рыбачил, он ей что-нибудь да подскажет. Хотя, возможно, я его переоценил, и он сам не бум-бум. Может, он даже хуже, чем она. Ну ладно, посмотрим, как они тут справятся. Ну-ка, ну-ка. Что, поймал? Все ясно. Ну ладно. А у Любы что? Ага. Вы, значит, 2 сапога пары, я так понял? Видимо, да. Ну и Петр, наверное, расскажет про истинную суть рыбалки, да, что сюда ходит не то, чтобы рыбу ловить. И не хватает стопки для полного погружения в это все. Ну и Любе просто интересно. Она, может, эту рыбу вообще котам отдаст. Почему бы и нет? Ну, если она хотя бы что-нибудь поймает, кроме ботинков. Рыба здесь, наверное, какая-то изворотливая. Ну, не такая, она здоровая. Зырит, плавает туда-сюда. О! Блин. Бывает. О, что, поймал? Это сом, наверное. Я не знаю, ну ты молодец. Так, все, надоело. Люба, ну давай. Ты хоть. Ведь я твой герой. Нет, мне кажется, это какая-то неудачная затея. О, еще один ботинок. Класс. Ладно, даю еще один шанс. Последний. Я, конечно, в тебя верю, но да. Так и знал. Все, думаю, на этом хватит достаточно. Да. Ну ничего, скажи, что нечего расстраиваться. Все нормально будет. Я думаю, что он сейчас как истинный джентльмен отдаст единственную пойманную рыбу, чтобы она ее приготовила как минимум. Огурцы с сомом. Интересно. А она ему подарит как раз-таки и почтовый ящик, и огурец. Думаю, справедливо, да? О, все. Началась любовь. Ну, давайте, что ли, теперь домой отправимся. Приготовим все. Ну, посмотрим, что там получится теперь. Это, конечно, тебе не бабушкина уха, но тем не менее. Думаю, что что-то похожее. Здесь так даже все. Прям-таки высокая кухня. Красота какая.
Ну что, давайте выпьем за первый улов, так сказать, и урожай в этом году. Самое то. Они могут быть довольно милой парой, если так подумать. Тем более, что для любови что-то привычное, его алкоголизм, как алкоголизм ее дочери. А он может еще и мужик окажется рукастый, кто знает. Довольно мило. Наверное, ей давно уже таких знаков внимания не оказывали, поэтому должно быть прям приятно. Но на этом давайте прощаться. Всего хорошего понемножку. Ого, даже так. Кошак тут уже все пристрастился. Безобразие. Только-только выловили рыбу, но нужно сразу ее сожрать. Прогони. Что за безобразие тут такое? И это мы оставим на завтра, как минимум. Может, еще неделю будем питаться. Есть кошки не сидят. Ну что ж, вот так вот и прошла неделя у Сердюковой. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Очень интересное ваше мнение по поводу того, нужно ли детям все читать. Или вы это уже видели у других летсплееров, обзорщиков. Но если вам прям жизненно необходимо, то так уж и быть. Я буду читать тогда описание и смотреть, не знаю, навыки, что там еще нужно смотреть, воспоминания и все такое. И увидимся в следующих видео. Пока.